losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless Всем привет, и это Мистер Литл, который хайпует. И сегодня я снимаю очень долгожданное видео на моем канале, которое вы меня очень давно уже просили заснять. И это видео мой макияж, плюс моя косметика, чем я крашусь и так далее. Да, сразу хочу сказать то, что я не профессионал, я не идеально крашусь, ни в коем случае так не говорю, но я стараюсь, и мне, в принципе, мой повседневный макияж нравится, вам тоже нравится. Так что, да, сегодня вам все покажу, также вам покажу средства, которыми я пользуюсь, и да, давайте начинать. Итак, переходим, соответственно, к самому макияжу. Я вообще человек, который не очень сильно любит использовать какие-то тональные основы, какие-то консилеры, но если я использую тоналку, то я использую вот этот вот CC крем от Кэфи Doll. Не знаю, продается ли такие крема в России, но у нас вот есть такой вот бренд Кэфи Doll. Просто чуть-чуть наношу себе на лицо, чтобы сделать ровный тон и, соответственно, подготовить свое лицо к макияжу. Все хорошенько взбиваю, используя вот такой вот спонжик. Наношу в основном на части под глазами, на носу и на лбу, потому что это у меня такие самые проблемные части. Следующий степ, который очень-очень важен лично для меня, это убрать мои прыщи, потому что у меня их достаточно много. Использую вот такой вот салициловый маскирующий карандаш Stop Problem. Его я купила в России еще 2 года назад, и, честно, я очень-очень расстроена, то, что я не купила их больше, потому что у меня осталось совсем чуть-чуть. Но суть в том, что это такая штука, которая помогает вам избавиться от прыщей, то есть она хороша для вашей кожи, и она прячет прыщи, потому что это как раз такая масса, которую вы наносите на свои прыщи, и сразу же она их прячет. Конечно, не прям идеально, но прыщей сразу становится меньше. Следующий, лично мой самый любимый степ, это использование пудры. Я человек, который очень сильно использует пудру в макияже, просто обожаю, потому что у меня очень-очень часто блестит кожа, мне это не нравится, и пудра, соответственно, в помощь. Да, я использую Translucent Loose Powder от Moshi Moshi, я купила ее как раз вот недавно в центре фестиваля, в магазине Moshi Moshi, не знаю, есть ли такой в России, но просто шикарная, мне прям она очень сильно нравится. Здесь плюс есть вот такой вот мини-спонжик, просто наношу на все свое лицо, в основном делаю акцент под глазами, лоб, нос и, соответственно, другие части, которые у меня блестят, и я хочу их каким-то образом скрыть. Ну и под глазами, для того, чтобы скрыть свои синяки, я использую просто свой пальчик, немного наношу пудры и под глазами прохожусь, скрывая вот эти вот странные пятна. С тоном кожи, в принципе, с самой кожей мы с вами уже решили, и теперь мы с вами переходим к такому самому интересному, и это, соответственно, наводение красоты. Начать я, пожалуй, хочу с теней. Да, сначала мы с вами накрасим наши глазки, потому что это очень-очень важная часть моего макияжа. Глаза. Я очень люблю подчеркивать глаза, чтобы они становились ярче, больше. Для этого я использую вот такую вот палетку от Odbo, называется Love Sweet. И тут прям такие, знаете, миленькие розовенькие цвета. Также есть просто коричневые, белые. И на самом деле у меня нету прям какого-то определенного цвета, который я использую каждый день. У меня все идет, знаете, так по настроению. В какой-то день я могу себе сделать розовые тени, в какой-то день могу сделать себе коричневые. Но сегодня я чувствую то, что я хочу сделать такой, знаете, микс фиолетового и немного бело-коричневого. Посмотрим, что у нас с вами получится. Просто беру свою кисточку и сначала начинаю с самых бледных цветов и полностью закрашиваю свои глаза. Пожалуйста, ребята, только сейчас меня не обзывайте в комментариях то, что я не знаю, как красить глаза нормально,
потому что я не знаю никаких определенных техник, я просто делаю так, как мне удобно. Дальше я беру уже потемнее цвет, вот этот вот коричневый, тоже его наношу, только уже не на весь глаз, а на сами наши, соответственно, веки. Ну и последний это вот этот вот розовый яркий цвет. Так как все у нас с вами теперь по кругу окрашено, я беру кисточку, беру пудру и все это аккуратненько убираю, потому что нам это с вами не надо. Фух, и теперь, наверное, самый сложный этап вообще всего макияжа — это нарисовать стрелки. Я не умею рисовать стрелки, ребята, сразу вам говорю. Те, кто смотрит мои видео, знают то, что у меня с этим проблемы, но мы с вами сейчас попробуем. Надеюсь, то, что у нас с вами все получится. Как я рисую стрелку, смотрите, вряд ли это кому-то поможет, но пожелайте мне удачи, в общем. Кстати, использую я вот такой вот eyeliner от Your Glam Sexy and Healthy Makeup. Да. Сначала я с открытыми глазами рисую линию аккуратную, небольшую не получилось, ладно, сделаем большую. И потом, когда я нарисовала эту линию, я уже ее аккуратно пытаюсь провести по всему глазу. То есть оттуда сверху аккуратненько идем и делаем объем вниз. Я когда рисую стрелку, ни в коем случае не закрываю глаз, потому что когда я его закрою, то все, это будет ужас. Пытаюсь все рисовать с открытым глазом. Вот что у нас с вами получилось на правую. Правая обычно получается самая лучшая. Теперь время левой стороны. Последний этап для наших с вами глаз — это, соответственно, тушь. Просто обожаю использовать тушь. Даже тогда, в те дни, когда я не хочу украситься, я в любом случае использую тушь, потому что просто ее обожаю. Использую вот такую вот Mary Kay Ultimate Mascara. Вот так вот она выглядит, просто шикарная, идеальная. Просто наношу на верхние ресницы немного, пытаюсь создать объем, и немножечко на низ. Следующее в моей мейкап-рутине — это румяна. Я на самом деле человек, который раньше ненавидел наносить румяна, думала, то, что они выглядят странно, но сейчас их просто полюбила, и использую я для румян очень странную вещь. Использую Modern Love от She Glam. Вообще это жидкие тени, но я их использую как румяна. Почему бы и нет? Вот такой вот тон. Вот такой вот бежево-розовый. Очень-очень сильно нравится мне, как они смотрятся у меня на щечках. В этом моменте я пытаюсь улыбаться для того, чтобы тени у нас с вами красиво легли на лицо. С вами получаются вот такие вот красивые розовенькие щечки. Мне прям очень сильно нравится, как этот тон выглядит на моем лице. И последний этап нашей с вами мейкап-рутины — это помада. Не знаю, как, конечно, называется эта палетка помад, но здесь куча цветов. В основном я использую вот этот вот коричнево-красный цвет, потому что он выглядит очень натурально, красиво. Обычно делаю такой, знаете, амбре стиль. Внутри темно, снаружи посветлее. Мне прям очень сильно нравится, как это выглядит. Обычно эта мейкап-рутина у меня занимает примерно 5-10 минут в день, иногда даже меньше. Очень-очень легко, просто я уверена, что у каждого из вас получится сделать такой легкий макияж. Как я уже сказала, я не профессионал, простите меня, если там что-то неправильно, но I'm trying my best, и мне кажется, что этот лук, этот мейкап выглядит просто шикарно. Мне прям очень сильно нравится. И да, если вам тоже понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Напишите в комментариях, какое следующее видео вы бы хотели видеть на этом канале. И да, я вас целую. До скорой встречи и
Bye bye, queens. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe.